Сейчас это обсуждают все. Тайная политика Вашингтона повергнет вас в шок. Серия громких скандалов в Белом доме. Теперь опубликованы все детали. Досмотрите. Владимира Зеленского засудили за взятку. Что происходит и, главное, как так получилось, все расскажем. Система российских пыточных для детей. Журналисты раскрыли подробности. Издевательства, карцер и все якобы с согласия родителей. Страна входит в мировой топ по уровню налогов. Кто и за что теперь будет платить больше? Об этих и других самых главных событиях вечера среды 26 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Телефонные разговоры, которые не должны были увидеть свет, внезапно перевернули представление о том, кто именно пишет американский мирный план по Украине. Bloomberg получил и опубликовал полные стенограммы. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уитков обсуждает с помощником Путина Юрием Ушаковым, когда лучше позвонить Трампу, что ему сказать и как подбросить в Белый дом российскую версию плана. 14 октября 2025 Ушаков и Уитков говорили всего 5 минут, но содержание этого разговора – политическая бомба. Ушаков интересуется, когда Путину удобнее выйти на Трампа перед визитом Зеленского. Уитков помогает выбрать момент и буквально инструктирует поздравить Трампа с перемирием в Газе, назвать президентом мира, усилить его образ. Bloomberg отмечает, Кремль воспользовался советом, звонок состоялся за несколько дней до приезда Зеленского 17 октября и поменял многое. Мне кажется, вот эту бумагу просто мы сделаем как бы в нашей позиции. Я просто неформально прямо передам, что все это неформально, а они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере максимально близко к ней. Они могут потом переиначить и все, есть такая опасность, есть. Ладно, ничего, посмотрим. Да, мне кажется, просто так. И потом вы тоже можете со Стивом поговорить по этой бумаге. То есть мы сделаем аккуратненько. Но главное, Уитков подталкивает Ушакова к идее мирного плана из 20 пунктов. Москва может передать его неформально, а администрация Трампа оформить как свой. Именно этот фрагмент стал ключом к подозрениям, что американский 28-пунктный план изначально вырос из российских требований. А если еще вспомнить то, что многие пункты выглядят так, будто бы их неумело перевели на русский, вторая опубликованная стенограмма подкрепляет это подозрение. Разговор Ушакова с Кириллом Дмитриевым 29 октября. Здесь уже нет дипломатических реверансов, обсуждается стратегия Кремля, как именно продавить свою версию завершения войны. Ушаков настаивает в требованиях для Белого дома, нужно идти на максимум. Дмитриев предлагает передать проект неформально, а дальше пусть США оформляют как свою бумагу. Это была цитата. Он прямо признает российский текст, основа, к которой Вашингтон позже приложит собственные правки. Я бы провел этот звонок и просто еще раз подчеркнул бы, что вы поздравляете президента с достижением, что вы его поддержали. Я сказал президенту, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я сказал президенту, что верю в это. Я даже думаю, что, возможно, мы изложим условно предложение, как мы сделали это относительно Газы. Мы составили план Трампа из 20 пунктов, который состоял из 20 пунктов ради мира. Хорошо, мой друг. Я думаю, именно этот вопрос наши лидеры и могли бы обсудить. Слушай, Стив, я согласен с тобой, что он поприветствует, он скажет, что господин Трамп настоящий миролюбец и так далее. Это он скажет. На разговор уже отреагировал один из главных героев, помощник Путина, фактически подтвердил его подлинность. Да, там есть утечки относительно телефонных контактов, но это никуда не годится. Некоторые эти утечки носят фейковый характер, другие, которые я бы вообще отказался комментировать, поскольку, например, мои разговоры с Уитковым, они носят закрытый характер. Никто приглашать это не должен, никто. Bloomberg подчеркивает, это первый документально подтвержденный намек того, что Кремль считал себя соавтором будущего американского проекта. Кроме того, издание подчеркивает, что Белый дом учел как минимум некоторые из российских предложений. Трамп говорит, что все так и должно быть.
Это стандартная практика. Он должен продать это Украине. Он должен продать Украину России. Это то, что делает человек, который заключает сделки. Вы должны убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал именно это аудио, но это обычная переговорная практика. И представляю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна давать и брать. Кто бы кого кому не продавал, план сократился из 28 пунктов до 22, говорит президент США. А как вы думаете, имеет ли все это смысл без желания России закончить войну? Пишите в комментарии обязательно. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Вашингтон попытался задушить скандал в зародыше. Госдеп и Белый дом в унисон объявили фейком публикацию NBC News о расколе в команде Дональда Трампа по украинскому вопросу. Но форма отрицания выдала больше, чем пыталась скрыть. Заявления вышли резкими, синхронными и явно рассчитанными на то, чтобы прекратить неудобную повестку. Эта история лишь очередной пример длительной серии полностью фейковых новостей, которые утверждают о расколе в администрации Трампа относительно того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают. Вице-президент Джей Ди Венс отреагировал еще жестче. Репостнув Рубио, он написал, что СМИ врут, чтобы сорвать повестку Дня президента. Два высших чиновника защищались так, будто речь идет не о слухах, а об опасной утечке. NBC утверждала обратное. По данным издания, министр армии Дэниел Дрискл, находясь в Киеве, предупредил, что ВСУ столкнулись с тяжелой обстановкой и в перспективе могут потерпеть поражение. Посыл был в основном следующим. Вы проигрываете, и вам нужно принять сделку. И именно это, по версии журналистов, стало поводом для раскола между двумя группировками внутри Белого дома. В одной Венс и спецпосланник Трампа Стив Уитков, которых источник характеризует как сторонников принуждения Украины к быстрому миру на российских условиях. В другой Рубио и чиновники, настаивающие, что давить нужно на Москву, а не на Киев. Сам Трамп, по данным NBC, не имеет четкого мнения и балансирует между фракциями. Официальный Вашингтон все это отрицает, но факт остается фактом. Одновременно выступили именно те, кого NBC называла участниками внутреннего конфликта. А значит, вопрос, услышали ли американцы правду или попытку ее заглушить, остается открытым. Россия готовится к налоговому удару, который почувствует каждый. НДС поднимают до 22%, и это второе повышение за 7 лет. Страна окажется в мировом топе по уровню этого налога, а потребители в минусе на сотни миллиардов рублей. Уже сейчас треть россиян признает, денег не хватает даже на еду. Эксперты Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук оценивают, фискальный эффект выглядит внушительно. 1,4 триллиона рублей по внутреннему НДС и еще до 460 миллиардов с импорта. Но почти весь этот эффект упадет на плечи населения. Из увеличенных цен на товары и услуги граждане заплатят 1,23 триллиона рублей. Значительная нагрузка по уплате дополнительно возникших налоговых обязательств придется на население. Льготная ставка для социально значимых товаров сохранится, но это не спасет картину. Ученые подсчитали, 32% всего дополнительного НДС заплатит топ-10 самых обеспеченных, а остальные понесут издержки, распределенные по всей потребительской корзине. Стоимость повседневной жизни вырастет примерно на 1,5%, а инфляция ускорится еще на почти 1,5 пункта. Причина повышения – дыра в бюджете, который военное государство поглощает быстрее, чем сырье приносит деньги. В 2026 на оборону планируют почти 13 триллионов рублей. Еще почти 4 триллиона на национальную безопасность. В сумме это 38% бюджета. Социальные расходы опустятся до 25%, поддержка экономики до 11%. Оба показатели минимальные за 20 лет. Эксперты Академии наук говорят прямым текстом, дополнительный НДС полностью уйдет на затыкание провалов в нефтегазовых доходах. План этого года не добрали на 2 триллиона, и роста в следующем году Минфин не ждет.
Насолить любым способом. История будничная для российской военной юстиции. Владимира Зеленского в Новосибирске отправляют в колонию на 9 лет за крупную взятку. Речь, конечно, о российском военнослужащем, а не о президенте Украины, но совпадение имен и фамилий уже обеспечило делу лишний резонанс. По материалам гарнизонного суда офицер получил первую часть взятки в 1,5 миллиона рублей, после чего его сразу задержали, а деньги изъяли. Схему следствие не раскрывает, но подчеркивает, коррупционное действие было пресечено на месте. Приговор суровый: 9 лет лишения свободы, штраф в том же размере 1,5 миллиона, лишение воинского звания и запрет занимать любые должности в госсистеме. Вдруг еще президентом станет. История закончилась быстро, и если бы не фамилия, прошла бы тихо, как сотни похожих дел в российской армии. Рехаб для подростков оказался хуже тюрьмы и очень похож на пытошную. Масштабы жестокости оказались пугающе системными. В регионе вскрыли уже второй частный центр, где несовершеннолетних не лечили, а ломали. Били, унижали, заставляли есть собачий корм. Свежий случай под Дмитровым. Сотрудников реабилитационного центра заподозрили в побоях и издевательствах над детьми. Подростков держали в условиях, больше похожих на карцер, чем на терапию. Днем ранее стало известно о рехабе в Дедовске, где 16-летний парень после избиений впал в кому. Там удерживали 24 подростка, формально лечили от зависимостей, но фактически администратор превращал их в своих пленников. Детей били, унижали, запугивали, а родителям показывали официальные договоры и уверяли, что все под контролем. Сами подростки слышали другое. Родные знают о наших методах. Администратор центра арестован, следком возбудил дела о пытках, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном лишении свободы. 2 вскрытых рехаба за 2 дня — это не отдельные перегибы, а система, где под видом помощи детей прячут за закрытые двери и оставляют 1 на 1 с насилием. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.